Здорово, народ! Сегодня поговорим о потенциальном предстоящем голдфарме, который выйдет после того, как закончится гонка прогресса, а точнее где-то недели через две после того, как она закончится. Закончится она должна быстро, так как осталось всего два босса. Я думаю, к концу этой недели или к старту следующей она уже закончится. И того через 2 недели можно будет уже фармить этим способом. Речь пойдет про баешки. Для примера своих продаж покажу, что я сам не фармил, но их флипал. Баешки покупают, но не все. Вот, пример, моя продажа. Эти тапки 311 левела я покупал на Ревущем Фьорде за 500, унес на другой сервер, и буквально за ночь у меня их выкупили за 1,5 миллиона. Итого миллион чистыми я получил. Но сейчас речь пойдет про все варианты, как можно фармить самому, как это флипать и какие инструменты для этого использовать. Итак, если мы планируем фармить самому, нам нужно подготовить персонажа. Персонаж, я думаю, потребуется где-то 290, 300 и левел, чтобы вас спокойно брали фарм этих баешек. Когда баешки станут передаваемыми, активно начнут собираться рейды на фарм этих самых баешек. Найти это можно будет вот здесь. Заранее собранных рейды Midnight, Find Group, и здесь мы пишем бое. В фильтре главное выбрать все языки. Сейчас их не фармят, так как раннее утро, ну и возможно нормалы героя боечки не фармят. Самые дорогие однозначно будут это с мифического рейда. Через 2 недели это станет доступно. Теперь что касается самих боешек. Эту ссылку я оставлю в описании. Вот список всех боешек. Самая дорогая, я думаю, будет Шея, которая будет максимального левела, то есть мифический 3 из 6. Падают они скорее всего так же, как в первом сезоне. С лейтенантов, список мини-боссов здесь тоже есть. Но те, кто рейдит, если посмотрят это видео, поправят. Я думаю, оставят комментарий и подскажут, откуда точно они видели, что падают баешки. Первый вариант без голды. Подготовили персонажа, одели в 300 левел, ждем, заканчивается гонка прогресса. 2 недели буквально, и баешки начинают продаваться на аукционе. Все активно побегут их фармить. Мы в это время не упускаем, начинаем регаться и бегаем, испытываем свою удачу. Если выпала баешка и вы не знаете, где ее и как продать, можете отписаться мне в Telegram. Я подскажу, куда это лучше унести и за какую цену поставить. Также, если вы не хотите долго это продавать, можете скинуть скрин своей баешки и характеристик, которые эта баешка имеет. Возможно, я ее сам у вас заберу, просто чуть ниже там рынка, но зато моментально. Теперь поговорим про флиппинг. С андермайном сейчас флипать не получится, поскольку в бесплатной версии не работают фильтры и не отображается и левел некоторых вещей. Мы не сможем увидеть у баешки характеристики и ценники на каких серверах, если мы не являемся подписчиком андермайна. Но если вы подписаны на мой бусти, всем подписчикам я выдаю бесплатный доступ к платной версии андермайна. Но есть альтернатива. Есть такой сайт wovouch.ru. Это сделал мой подписчик. Сайт находится до сих пор в бета-тесте, поэтому он полностью бесплатный. Чтобы им пользоваться, просто переходим на сайт, переходим в Telegram, пишем автору. Также у него в группе Телеграма есть в публичном доступе ключи. Если все ключи использованы, можете отписать ему в ЛС. Он выдаст вам личный ключ, который даст вам бесплатный доступ. Сайт работает по такому принципу. То есть мы можем выбрать рилм, на который мы хотим уносить вещи. Например, пусть это будет Ревущий Фьорд. В браузере здесь можно искать конкретно баешки. То есть мы ставим галочку бое, выбираем Midnight 12.1. И вот отображаются все баешки. На примере 308 башмаков. Самые дешевые, нажимаем на ценник и видим, что самые дешевые стоят 90 тысяч на Ревущем Фьорде. И все остальные сервера, где они выставлены по какой цене. Но единственный минус, здесь не отображаются характеристики этих вещей. В баешках это довольно важно. Чуть позже объясню. Но также можно использовать снайпер. У автора в Телеграме есть список всех баешек. Вот так ID листами. Мы вписываем сюда весь список баешек. Сервер, который мы выбрали, это Ревущий Фьорд. И нам снайпер показывает, что мы можем зайти на Денtark, купить за 7,5 вещь, унести и выставить на Ревущем Фьорде за 24. Но от себя я рекомендую продавать вещи только максимального грейда каждого класса. То есть, например, чемпион это 298. 298 это чемпион 3 из 6. 311 это герой 3 из 6. 311 здесь нет. Но сайт находится в бета-тесте, я думаю, автор это в ближайшее время поправит. Возможно, также прикрутит сюда возможность просматривать характеристики. У этого сайта есть огромный плюс, он обновляется намного быстрее, чем сам Undermine. Благодаря ему можно успевать заходить на сервера и покупать баешки раньше, чем это отображается на Undermine. Этим сайтом я сейчас сам активно пользуюсь, потому что обновление быстрее, чем на Undermine. Теперь, что касается характеристик. С баешками нужно быть аккуратными.
Потому что, например, универсальность нужна недалеко не всем классам. На примере я купил случайно баешку, поторопился и купил 308-ю голову, вот эту кожаную, за 1 миллион. До сих пор ее не продал, а самая дешевая цена уже 120 тысяч. Итого мне ее сейчас придется продавать хотя бы за 1400 и уходить в минус 600 тысяч. Поэтому здесь главное не торопиться. Покупать всегда лучше максимальный грейд своего класса. То есть здесь это вот отображено. То есть защитник 3.6 298, герой 3.6 311 и эпохальный, когда они станут доступны, это будет 324 легенда 3.6. Какие характеристики выбирать у баешек? Мы смотрим на примере платные плечи. На андермайне это отображается, мы смотрим хаст версалити нет, верса крит нет, крит верса нет, крит хаст. Довольно интересные характеристики, но чтобы убедиться, мы заходим на Архон, выбираем самые метовые классы. То есть Вар, ДК, Ретро Паладин и Фури Воин. И смотрим, какие характеристики им нужны. Крит хаст, хаст крит, мастери крит, хаст мастери. То, что связано вот с этими характеристиками, мастери хаст, мастери крит, я думаю, можно спокойно забирать. Но желательно всегда забирать по низу рынка. Именно для этого нам нужен будет вот этот сайт, чтобы ловить максимально дешевые лоты. Только он обновился, обновляется он, это можно проверить по андермайну. Андермайн обновляется в 31 минуту, значит этот сайт обновляется в 31 минуту. Каждый час в 31 минуту мы заходим на сайт и ждем обновления. Здесь вот эта полоска желтая, она будет бежать и показывать статус обновления. На этом все. Всем удачи!